Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же украдет ваше сердце? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии. И давайте сегодня сделаем такой маленький соцопрос. Я, по-моему, когда-то уже давненько делала, но поскольку много подписчиков новых, да, вот много гостей канала, напишите в комментариях, на что вы сразу же обращаете внимание, вот когда вы видите женщину. Кто-то там на глаза, кто-то на грудь, кто-то там еще на какие-то части тела, да. Вот напишите, на что вы обращаете внимание в первую очередь при знакомстве. Ну и не при знакомстве, а просто вот увидели женщину, да, вот стоит такая вся из себя красотка. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну, здесь сразу же мне показан любовный треугольник, сразу же. Вот знаете, вам как будто не везет с женщинами. У кого-то может проиграться, что это было даже трижды. Дважды, трижды, вот история такая, которая повторяется. История с изменой, история с предательницами, история с женщиной, вот, которая очень любит красивую жизнь, которая любит денежки. Скорее всего, здесь брак проигрывается, что вы либо же были в браке, либо же планировали жениться с этой дамой, но не сложилось, возможно, да? Вы человек довольно ранимый, несмотря на то, что вы мужчина, но вы все очень близко берете к сердцу. Но вот если вас очень сильно достать, то эти стрелы, которые порой вас ранят, вы можете вонзить, ну, в одно место кому-либо другому. Но опять же, это если вас достать. Вы будете терпеть до последнего. Вы очень терпеливый человек. Вы очень надежный человек. Вот знаете, сразу хочется сказать, что с вами не страшно даже вот, ну, реально в разведку пойти. Вы не подведете, вы не предадите. И это не пустые слова, это не лесть абсолютно. Я вот говорю то, что мне идет, вот какая информация мне идет. За своих, вот за родных, за близких, вы всех каких-то недоброжелательных, вы порвете как тузик грелку. Вот вы будете просто 1 против 10 пойдете, если это будет касаться, что кто-то обижает там вашего ребенка, либо же вашу любимую женщину, там ваших родителей и так далее. Даже какие-то, знаете, могут еще проигрываться отчаянные поступки в жизни. Но это скорее может быть, ну там, я не знаю, по молодости, да, вот. Это могли быть ситуации, когда вы реально, ну, то ли 1 против нескольких, да, вот в драку могли бросаться. Может быть, вы что-то еще такое чудили, да, я не буду сейчас рассказывать это в эфире, за что вам сейчас может быть стыдно. Ну, то есть какие-то такие мальчишеские именно поступки. Вот напишите в комментариях, у кого это проиграется. Ну, потому что вы такой рубаха-парень, вы очень отчаянный, особенно это было раньше. С возрастом, ну, немножко остепенились. Особенно вот когда дети появились, уже, ну, как бы отец семейства, да, уже пора более серьезным стать. А так могли вы чудить, ого-го, чудить могли. Также может проигрываться, что вы, ну, довольно верующий человек. Я не говорю, что вы там каждый день в церковь ходите, но вы верите, да, в Бога, вы соблюдаете какие-то вот праздники, ритуалы, ну, то есть, что какой-то день, допустим, нельзя работать, там еще что-то. Ну, то есть, это для вас очень важно. Особенно, вот знаете, вот Пасха, праздник. Это такой, ну, довольно большой, и в такой праздник обычно вот с семьей, да, собираются. Довольно серьезный праздник, который вы очень чтите. Что касательно женщин, ну, конечно же, вы вот выбираете красоток. Это, знаете, может быть еще и ваш такой маленький косячок, назовем его так. Потому что вы выбираете красоток. Понятное дело, что любому хочется идти, чтобы на твою женщину оборачивались. Да, вот какая классная красотка пошла, и чтобы все мужчины вам завидовали.
Но вы же сразу, когда знакомитесь с красоткой, вы не думаете про то, что эти красотки, они очень много о себе, ну так, высокого мнения, скажем, да. У большинства красоток корона выше крыши, они с непростым характером, они могут высокомерно относиться к людям. И я не говорю про всех красивых женщин, конечно же, есть и которые обычные, простые, даже скромняшки есть, но это очень редко, вы понимаете прекрасно. Поэтому вот вы обращайте внимание на определенный типаж женщин. У вас, кстати, даже может быть, вы замечали, что вот вы выбираете реально одинаковых женщин. Но это может быть внешность одинаковая, может быть, я не знаю, там фигура, цвет волос. Вот вы как будто на одни и те же грабли наступаете. Может быть, даже вы знакомитесь в одном и том же месте, жены у вас были одно и то же имя, да? Чтобы потом не путать, да, вот Наташа, так Наташа, первая, вторая, третья, да, потом в телефоне Наташа 1, Наташа 2, да, и не путаемся, и все довольны. Так, шутки шутками, ну погнали дальше, да. Душа у вас израненная до такой степени. Вот да, вы-то чудили по молодости. Кто-то, может быть, даже и сейчас еще чудит. Ну, такой рубаха-парень. Оторви и выбрось, как говорят, да, такой вы. Ох-ох-ох. Но был у вас период, у кого-то сейчас может проиграться, когда, ну, реально хотелось куда-то спрятаться, сбежать ото всех, вообще никого не хочу, ничего не буду. Довольно часто, видите, вот что значит, что на канале мужчины с одинаковыми судьбами, да, вот вы заметили, сигнификация, вот какие-то моменты часто повторяются. Есть страх перед женщинами. Вот что бы вы мне ни говорили, я понимаю, что мужчины не любят слово «страх». Хорошо, назовем это опасение. Может быть, так вам более приятно. Вот опасение повторения ситуаций со следующей женщиной. У вас может проигрываться сейчас ситуация, что у вас нет женщины именно из-за вашего такого страха, опасения. Страх-опасение. Вы женщинам не верите от слова совсем. Напишите, у кого срезонирует. Вот с одной стороны, да, вам хочется женщину, да, вы любуетесь женщинами, вы можете даже заводить какие-то, ну, такие легкие отношения, пытаться строить их. Но глубоко в душу вы их не пускаете, потому что страх снова, что по накатанной повторится, это ваша ситуация. Вы снова наступите на те же грабли. Вы, в принципе, уже начали, я думаю, некоторые задумываться, что, ну вот повторение в вашей жизни, вот судьба с женщинами, вот то ли семейная жизнь, вот как-то повторяется. Бывает, вот знаете как, допустим, с одной женой прожил 7 лет, со второй 7 лет, но это такой критический возраст, обычно психологический кризис в отношениях, кризис 7 лет. Да, вот женщины для вас это и что-то привлекательное, но это просто убийственно для вас. Вы переживаете, чтобы не было повторения, потому что ваша израненная душа просто уже этого не выдержит. Если еще раз вот кто-то сделает вам так же больно, как уже делали, возможно, не раз, ну, вы думаете, что уже все, вы этого уже просто не выдержите. Поэтому здесь, ну, такие большие внутренние проблемы. Несмотря на то, что да, вы такой весь из себя, вы рубаха-парень, вы сильный, вы, ну, даже в чем-то такой непоколебимый, да, непокобелимый, как говорят. Но, тем не менее, даже вас можно сломить. Вернее, уже в каком-то смысле вот женщины ваши, ну, либо же одна женщина, она уже в каком-то смысле вас сломила, вашу силу воли, вашу силу духа, поэтому вот эти вот опасения у вас и появились. Давайте-ка разбираться, что же будет дальше с личной жизнью, и кто же все-таки украдет или нет ваше разбитое сердце. Ой, украдут, ой, украдут. Смотрите, даже по колесу фортуны. Оно нам говорит о том, что ситуация повторяется. Причем это может быть даже, ну реально вот по судьбе. Вот это ваша такая, ну кармические отношения, да, вот идет отработка. Вот пока человек не отработает то, что должен, ситуация будет повторяться. Но я думаю, вот это вы ее и закончили, свою отработку, потому что судя по тому, что
довольно позитивные карты у нас идут после колеса фортуны. Это значит, что ваша жизнь изменится абсолютно в лучшую сторону. Здесь нет ни одной негативной карты, я даже не хочу больше вытягивать ни одной карты. Здесь и новая любовь, да, это туз кубков. Это женщина, которая появится в вашей жизни, которая, ну реально, она украдет ваше сердце, потому что эмоции будут переполнять. Это взаимная любовь. Это начинание, это новый этап, но это будут такие, знаете, ну, всплески эмоций, что ли, взаимные всплески эмоций, когда хочется прыгать до потолка. Ну, от счастья, понятно. Когда хочется мчать среди ночи к ней, когда хочется, я не знаю, там на крыльях любви летать днем, когда глаза сияют от счастья. Ну, то есть это такая суперская полоса в вашей жизни начнется. Но опять же, смотрите, у вас будет еще какой-то период страх, чтобы она не оказалась охотница за деньгами. Давайте-ка сейчас попробуем просто в двух словах посмотреть, описать, что это за женщина. То, что у вас новый этап начнется, это 100%. Теперь мы смотрим женщину. Самодостаточная. Все, что она заработала это сама, без какого-то блата, без какой-то там помощи, да. Порой ей было очень непросто. Вот порой опускались руки, она думала, что все, у нее не получится, она не сможет. Но она выкарабкалась, она заработала. У нее могут быть, кстати, могут проиграться машина, квартира, ну, либо же просто кругленькая сумма на счету. Представляю, как все сейчас так приподнялись, привстали, да, так на позитивчике. Женщина довольно хорошая, ну как я имею в виду, хороша собой, она ухоженная, она знает цену деньгам, потому что они ей давались тяжелым трудом, поэтому она не транжирка. Папика-спонсора она не ищет, но вот у нас снова выпал император. Эта женщина предпочитает исключительно серьезных мужчин, которые твердо стоят на ногах, за которым можно быть как за каменной стеной. Мужчина, ну такой, довольно самодостаточный. Кстати, как раз в вас она увидит эти все качества. Можете поправить корону, я разрешаю. У вас не будет, знаете, вот такое обоюдное какое-то притяжение. Здесь не будет каких-то завоеваний, выпендриваний, да, вот как там в 15 лет это бывает. Один бегает, а второй убегает. Нет, такого не будет. Вот как-то оно у вас все получится, вот знакомство, ну, в унисон все будет. Сначала будет взаимная симпатия. Потом вот как-то вот постепенно вы будете сближаться. Причем я не вижу, что вы будете очень долго сближаться. Как-то это будет все быстро. Уж очень сильно вы понравитесь друг другу. Смотрите, да, кардинальные перемены. Кардинальные перемены в жизни к вам идут. Вот в этих отношениях, знаете, с этой женщиной вы почувствуете себя, вот как говорят, головой семейства, да, вот вы хозяином отношений, хозяином ситуации будете чувствовать. Это для вас очень важно, потому что был такой период в вашей жизни, когда, ну, опять же, вас либо же пытались унизить, либо же как-то оскорбить, ну, то есть, ну, где-то там, вот на уровне плинтуса пытались вас уложить ваши женщины, поэтому с этой дамой абсолютно ситуация поменяется. Вы почувствуете, что вы именно глава. Вы берете все какие-то проблемы под свой контроль. Она вас будет слушать, в чем-то прислушиваться, да? Это будет абсолютно такая ситуация, о которой вы, наверное, уже подзабыли. Потому что либо же этого вообще не было такого в вашей жизни, либо это было очень давно. Я вам скажу, что вы будете даже своим, ну, друзьям, приятелям, либо коллегам хвастаться своей женщиной. Они даже в каком-то смысле, они будут вам завидовать. Потому что, ну, когда женщина и с виду хороша, когда женщина их самодостаточная, умная, хорошая хозяйка, да,
да еще и когда это все взаимно. Единственное, вот, ребят, я вам почему это говорю, ну вот не хвастайтесь и особо никому так не рассказывайте, что вы счастливы, что все хорошо. Но ведь не зря есть такое выражение «счастье любит тишину». Можно самому себя сглазить. Это работает 100%. Верите вы в это, не верите, но можно себя сглазить. Есть завистники, особенно у кого не ладится личная жизнь. Есть недоброжелатели. Поэтому, лучше попридержите вот свое счастье. Да, пусть это будет такой маленький мирок двоих, но это будет только ваше счастье, а все остальные, все завистники пусть останутся где-то там в стороне. Кстати, эта женщина, знаете, у меня такое ощущение, что она как-то то ли вам поможет. Может быть, даже это финансовая какая-то помощь, ну, либо же типа протеже, да, будет вот как-то способствовать, что у вас пойдет, ну, то ли карьерный рост, то ли вы можете даже поменять работу. Ну, знаете, допустим, она там договорится со своим знакомым, вот возьми там моего мужчину к себе на работу. Ну, в таком плане, да. То есть здесь у вас улучшение вообще вашей жизни, финансовой, достатка вашего. Ну, кардинальные перемены, абсолютно. То есть у нас по карте смерти, да, вот выпадает абсолютная трансформация всей вашей жизни. Некоторые побаиваются эту карту, но я вам скажу, что карта смерти – это смерть вашей прошлой жизни. Смерть ваших страданий, переживаний, вот в таком плане. Это наоборот хорошая карта. Если за ней вот идут позитивные карты, то здесь переживать абсолютно нечего. Знаете, с такой женщиной, я думаю, вот вы как-то не то, что даже духом воспрянете, вы даже забудете о своих каких-то вот невзгодах, о своих переживаниях, о том, что было у вас раньше в прежних отношениях. Вот настолько вы переключитесь на эту женщину, что ну, здесь будет абсолютно недобывший. Даже могут появиться такие мысли, что, боже, ну как я мог думать о такой, как я мог жить с такой, да? Она же вот этой женщине новой даже в подметке не годится. Ну, то есть в таком ключе вы будете думать, сами себе удивляться и благодарить Вселенную, спасибо, что отвели от такой дамы. Поэтому я вам всем желаю поскорее встретить такую невероятную женщину, которая украдет ваше сердце, и, наконец-то, стать таки счастливым и любимым. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!